ли религиозным лидерам общаться и вместе молиться за мир? Ом Намасте. Религиозные лидеры, если это осознавшие себя религиозные лидеры, то все они понимают, что они не есть тело. Они есть сознание, чистый дух осознавания, единый в ясном свете. Поэтому они все, будучи за пределами тела, ощущают свое единство даже без нужды встречаться. Все они переживают общий, единый опыт для всех пробужденных мудрецов, святых. Это опыт единства. Единство в Боге, в свете чистого осознавания. Этот опыт примерно одинаковый. И, возможно, с этой точки зрения духовным лидерам, мастерам, святым даже нет нужды как-то встречаться или общаться в физических телах, поскольку они пребывают в полном единстве и понимании друг друга, даже без встреч и без общения. Им достаточно синхронизировать свои сознания, сливать свой дух с духом Абсолюта и излучать высокие вибрации любви, гармонии, сострадания, умиротворения. И в нашей традиции это называется шанти-карма. С другой стороны, для этого мира людей, возможно, как пример людей, для людей, возможно, это и необходимо. Религиозные лидеры могут показать людям, как духовные люди, имея разные языки, разную культуру, разные религиозные традиции, разные веры, разные понимания мира, могут прекрасно договариваться, сотрудничать, взаимодействовать, прекрасно понимать друг друга без слов, потому что языку любви и сострадания, осознанности и мудрости не нужен переводчик. Он понятен и без слов. И мы сейчас находимся в таком времени, когда мир очень непростой точке, в мире напряженности, когда очень много деструктивных энергий побеждают человечество. Часто, когда политические лидеры, научные лидеры, лидеры искусства, культуры в замешательстве. Они чувствуют, что их мудрости и силы не хватает, чтобы справляться с теми вызовами, которые происходят, с теми волнами деструктивных энергий, конфликтов, войн, манипуляций, лжи, недоверия, разобщенности, непонимания, которое есть во всем мире. Человечество вошло в достаточно опасную фазу противостояния. И религиозные лидеры, духовные наставники, учителя, мастера, святые, джняни, они могли бы, собираясь вместе, показывать путь человечеству, давать оценку тем или иным событиям и указывать направление. Я считаю, они должны где-то принять духовную, моральную ответственность за указание мира пути, за то, чтобы сбившемуся миру, сбившемуся с пути человечеству, указать направление движения, правильное направление движения, чтобы прекратить конфликты, войны и указать путь к счастью и процветанию всему человечеству. Возможно, наступил такой момент, чтобы авторитет духовных лидеров начал быть слышимым,
быть гораздо весомее, чем ранее. И это поможет человечеству выйти из того тупика, в котором оно оказалось. Надо слушать мудрых, духовных, пробужденных, святых, осознавших себя людей, чтобы человечеству выйти из того тупика, в котором оно оказалось. Такие люди очень ценны даже самим фактом своего существования. Они являются источником благости, благодати, то, что в нашей традиции называют саттва, энергия сияния, лучезарности и благости. Сейчас в мире остро ощущается нехватка саттвы. Когда саттва уходит, это означает процветание уходит. Рост, расцвет, изобилие, цветение, счастье, радость, здоровье, долголетие, гармония, дружба, мир и сотрудничество уходят. Это недостаток саттвы, энергии заслуги, энергии духовной благодати. Тогда воцаряется энергия активности, раджас, и энергия тяжести, неподвижности, тяжеловесности и препятствий, тамас. Тогда приходят конфликты, злоба, клевета, ненависть, ложь, манипуляция, войны, болезни, стихийные бедствия. Вот когда нарушается баланс энергии, это опасно для всего человечества. Земля отвечает людям, когда у людей начинает доминировать энергия тьмы, омрачения, неведения, темноты. Земля начинает реагировать на людей. Начинаются сложности, проблемы, беды. И именно религиозные лидеры, святые, мудрецы, как источники саттвы, этой лучезарной энергии, могут своим позитивным влиянием восстановить этот баланс, усилить энергию саттвы на Земле. Поэтому человечество должно обращаться к ним с большим почтением, уважением и просить, чтобы они помогли людям, указали путь к гармонии, счастью, чистоте, красоте, любви и состраданию. Ом. Намасте.